И здрасте, всем доброго вечера, четверга. Принесли мы вам с Максимом метро 2033 Redux. Сбегаемся потихонечку. Вообще стрим должен быть вчера был, но по причине моего алкоголизма случился он сегодня. Так, где я? И все, еще раз всем здрасте, всем доброго вечера. Кто подошел уже и кто начинает только подтягиваться, и по традиции отдельный привет тем, кто уже смотрит этот стрим в записи. Так, напоминаю, метро 2033 Redux, давно мы к этому шли и все-таки пришли. Сейчас я наверное, все-таки ее чуть-чуть потише сделаю, потому. Вот, серию начинаем стримов по метро. Я не знаю, может быть, это будет раз в неделю, может быть, это будет раз во что-то. Вот, в любом случае, это будет чередование метро Bully Dragon Age Origins или в каком-то другом порядке. Потом после 33-го будет Last Light, и после Last Light будет Redux. Я его специально еще не играл. Я в каждом стриме это говорю. Вот, буду стримить, щупать на стримах, вернее. Вот. Коля Зуев, да, привет. Привет, дорогой. Давно у вас не был на стриме. У меня каникулы начались. Поздравляю с каникулами. Присоединяйся к нашему костру. Наливай себе отважного напитка, отважных напитков или отважного чая. Вот, во всяком случае, пока я с ним. Я не знаю, Максим, ты с чем сегодня? С чаем, с ромашкой. Артем Лунев, здравствуй, присоединяйся. Так, при старте игры она демонстрирует нам вступительный ролик, чего я физически показать не мог, поэтому будем смотреть мы его отсюда. Вступление, играть. Я надеюсь, я русский поставил язык. Я вот не играл в метро. Я пытался когда-то давно. Там был кривой, когда старый мир пиратский в пламени атомного пожара. порт, Я может был сказать. совсем еще маленьким. Не порт, это консоль же. Короче, там после первой миссии она вылетала. Ну, Из 10 миллионов очень зря. Хотя бы Москвы книжку спаслись почитал бы. только 40 тысяч. Среди них Вот повествует то, что выжившие все пошло не укрылись так. на станциях московского метро. По звуку все хорошо. С тех пор прошло 20 лет, но Земля так и не стала пригодной Конечно, для говорит, обитания. слушай, но пусть Лишь скажет. немногие отваживаются подняться на поверхность. Так, с картинкой вроде тоже все нормально, да? Метро стало нашим единственным домом, нашим последним Ох, я ж забыл, пристанищем. тебе телевизор В поставил. его тоннелях Я властвуют чё думаю, кошмарные экран чудовища. Но станции мы превратили в крепости и держим оборону до последнего. Начал со схода играть. Больше по вахе делал. Но Дьявола, да. Я надеюсь, я Вову До заставлю недавнего стримить времени Готику мы или хранили Дьяволу. надежду, что Когда-нибудь. однажды сможем вернуться наверх. Кстати, Диабло. Но появилась новая страшная Вот, угроза. кстати, и может, я сам самовыживание вот человечества этот ремастер второго оказалось Дьявола под вопросом. постримлю. Чуть-чуть. Спасибо, у меня тут чипсы и сухарики. Замечательно, дорогой. Наслаждайся. Так, в общем, все. Вступительная заставка. Мир сгорел в ядерном огне. Люди друг другу грызли глотки за воду и растворимый суп. В общем-то, пока не появилась новая угроза. Черные. Игра, в принципе, ну, практически... Нет, у меня язык не повернется сказать то, что она полностью переносит сюжет книги. Как бы отчасти да, но совсем не полностью. В книге там очень много всего, всяких нюансов. Я люблю вселенную Метро 2033, я люблю оригинальную трилогию, я люблю вот эти остальные ответвления. Я их потихонечку читаю, их уже за 100, а я где-то на 17-й, по-моему, остановился. Вот, и то там немножко еще возвращаться надо, потому что там части как бы почему-то одни выходили позже, другие раньше, и
между вот этим всем. Короче, объяснил охуенно. Так, это для меня новое, и мне зашло. Ну, хорошо. Так, новая игра. Выбираем сложность. Выберите свой стиль игры. Предлагается выживание. Ну, вообще на выживании и стоит как бы играть. Режим выживания, делающий патроны и фильтры редкостью, а также перестрелки и скрытное прохождение более сложным, позволяет игрокам по-настоящему погрузиться в выживание в мире Метро 2033, заставляя уделять особое внимание сбору ресурсов. Если выберу этот уровень сложности, я не пройду игру никогда. Поэтому будем играть на спартанце. В режиме спартанец сложность боев и скрытного боев и скрытного приближены к стандартному режиму метро Луч Надежды. А почему Луч Надежды? Ладно. Патроны, фильтры и другие ресурсы более доступны. Этот режим идеален для игроков, предпочитающих активные действия. Вот с него мы и начнем. Точнее, на нем. И предлагается также еще под режим выбрать нормальный, хардкор, рейнджер, хардкор. Нормальный режим подразумевает, что... О, здорово, Джейсон. Здорово, дорогой. Специально для вашего стрима открыл. Вот, отлично. Спасибо на добрых словах. Борис, здравствуй. Присоединяйся к нашему костру. Угощайся напитками. Начинаем метро. Сагу, скажем так, да? На серию стримов. В нормальный режим рекомендуется для средних игроков. Вступать в бой приходится с осторожностью, так как противники не прощают ошибок, а с запасом фильтров и количеством боеприпасов приходится пристально следить. Хардкор рекомендованный для самых опытных игроков. Каждое столкновение с противником представляет собой серьезнейший вызов. Боеприпасы и другие ресурсы необходимо строго экономить. Впрочем, никто и не обещал, что будет легко. Как ты думаешь, Максим? По хардкору ебанем? Да, давай, чтобы играть было невозможно. Чтоб жопа сгорела, блядь, просто. Так. Да. Есть рейнджер. В обычном режиме рейнджера элементы интерфейса доступны ограниченно, а подсказки отключены для лучшего погружения в мир игры. Враги наносят больше урона, но и вы тоже. Бои проходят напряженно и жестоко. Количество ресурсов ограничено, буквально каждый патрон на счету. Есть еще рейнджер хардкор. В режиме рейнджер хардкор интерфейс и все подсказки полностью отключены для достижения эффекта максимального полного погружения, а сложность игры увеличена во всех аспектах. Это максимально сложное испытание, которое может предложить вам метро. Это вот, надо играть, короче, на выживание и на рейнджере хардкоре, вот хардкоре, чтобы вот прям максимально погрузиться вот в этот весь постапокалипсис, но я буду играть на нормальном уровне сложности, иначе я не осилю. Бери топор, руби хардкор. Да, именно так. Как вот, Борис пишет. Ай-яй-яй, ты просил стрим в среду. Как я рад, что начал проходить метро. Я тоже очень рад. Скоро доберусь до Иксаудуса. Так, нормальный режим. Погнали. Ждите. Да, я знаю, я в начале стрима сказал, по причине своего алкоголизма вчера не было стрима. Он сегодня. Вот. А завтра будет буля, я надеюсь. Что завтра, а не в субботу. Вот. Как-то так. Так, с гаммой вроде все в порядке, я вроде все вижу. Погнали. В тоннеле становилось все холоднее. Пролог. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Сколько будет Я был почти у цели. Да, пару часов. Да, часа 2 сегодня. Просто поздно начали, в 10. Вот, и там уже за 12, наверное, смысла особого нет. А вот завтра, я все-таки надеюсь, что уже завтра будет буля, где-то с 8 вечера и, ну, наверное, может до часу, я не знаю. Ну, часа 4 точно поиграем завтра. Вот.
в Булю. Так, пролог. В туннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху. Наедине с воющим ветром. Наедине с чудовищами. Наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Игра кидает нас по хронологии, по-моему, по своей, считай, в самый конец свой. А потом в самое начало. Палец сил, спасибо. Вчера тоже был алкоголиком, Джейсон. Думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? А можно головой крутить? Да, можно. Блять, а чё так темно? Я думаю, надо все-таки гамму чуть побольше сделать. Там как в стриме? Поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артем. Ура, Булли, уроки и изменение школоты. Там что-то есть. Завтра одну математику сделаю и буду смотреть и наслаждаться. Ну, Главное, не делай как Паша там в Булли. да, главное, учись хорошо. Так, я сенсу хочу чуть побольше сделать, потому что она В соседней комнате. Открывай герман. еще, наверное, чуть побольше. Так, мышь. Потому что что-то она Я лютая. прикрою. Так, о, это вообще слишком быстро. Что-то здесь не так. Давай на 3, наверное, оставлю. Примерно. Да. Так, есть фонарь. Так, открываем гермоворот. О, подожди, я полутать что-то. Хотя смысл сейчас что-то лутать. Ржавая дрянь. В целом, да? Вечно все ломается. Придется открывать вручную. Ой. Бери, что плохо лежит. Да-да-да, говорит Не это. забывай, где ты находишься. Да сейчас лутать смысла нет никакого. Потому что это, считай, игра в самый свой конец. Бросает, а потом-то все равно нам сначала надо. Вот. Буль у нас, получается, мы недавно же провели 4-й стрим, спустя 3 года. Вдруг найдешь что полезное. Да, говорит, лутай. Фильтры залутал. А это свет включить? Да. А зачем я включил свет? И выключил. Не, давай обратно включу. Бля, как мне нравится. Все вот эти вот, блядь, переключалки, крутяшки. Так, открыть. А что вообще в редуксе поменялось? Графен только подтянули, в принципе, да? И что-то оружие вроде, да, какое-то добавили? Или нет? Я вот что-то не совсем помню. Так, вроде больше нет ничего, да? О, а можно туда? Может, что-то в комнате есть? Говорит, лутай все, что есть. О! Поменял противогаз на разбитый. Точнее, у меня, наверное, разбитый был, да? Так, спейс прыжок. А зачем он мне предлагает прыгать здесь? Здесь вроде нет ничего. Там Коля много букв написал. Я аж страшно стало. Я сейчас прочитаю, наверное. Багов прибавил. Зачем задний фон, если... Включаю! Иногда включаю задний фон. Сейчас просто у меня освещение сломалось. Вот, а до новых ламп я так и не могу дойти до магазина. Вот, но скоро, я думаю, я осилю это все. И фон уберется зеленый сзади. Пока в таком формате. Похоже, никого нет дома. Иногда бывает, когда доведу до срывов, вот мне сегодня даже друг грубо ответил и толкнул, так, после дружбы с плохим парнем из 8-го, и он сделал из меня так. Что-то я не понял, ну ладно. Завтра только час или 2, стрим посмотрю, просто я на поезде на юг. Но Борис
ты можешь все в любом случае потом в записи это все посмотреть. Записи с Ютуба никуда не деваются, и из ВК тоже, и с Твича тоже. Собственно, ребята в основном так и делают. Смотрят стримы в записи, потому что они происходят не пойми когда, но сейчас с этим все будет, я так думаю, вполне понятно. Вот. По средам и пятницам планируем. Егор, кораблик, говорит, делаю. Ой, красиво получается. Какой кораблик? Модельный. Вот. Вот. Когда все говно начал течь, вода точнее на улице, да. Короче, ухожу с работы, иду там, девки мелкие, что бегают, фигню какую-то пускают. Сейчас смотрю, блин, кораблик. Только кораблик плотский, получается, они его положили вот так вот. Но они в ручейках его, что ли, типа? А, там расправляется же в оригами кораблик, да. Ну, Он там типа мачты наверх смотрит, днищем вниз, а у них плоский, блядь, на боку лежит. Плывет. нормально. А, нажимайте У. Так, сейчас я еще раз перечитаю. Иногда бывает так, когда доведут до срывов, вот мне сегодня даже друг грубо ответил, толкнул от себя, так, стал вести себя плохо после дружбы с плохим парнем. И он сделал, хотя я не просил. Не знаю, ну, не дружи с идиотами, я могу так сказать. Вот, либо с теми, кого ты очень плохо знаешь. Вот, и тем более с такими людьми, которые меняют свои отношения после общения с какими-то негативными личностями. В общем, надо разбираться в людях. Старайся, Оля, старайся. Просто спросил, ничего против не имею. Ну, я просто ответил. Все счастливы. Ура! Да. И мы счастливы, и вот это вот все, блядь. Он из дерева, говорит, кораблик. Из дерева. А, ну это на трудах, да? На трудах я скалку делал. А стул ты не делал? Стул нет. Скалку делал. Мама до сих пор пользуется. У меня, кажется, патронов нет. Надо было что-то около станции метро полутать. Но я этого не сделал. Чё их такой от игры? Слушай, а где там звук? Там может быть ревербрация? Нет. Вроде ничего не стоит. Не знаю, возможно, потому что они все рядом, и такое эхо, типа, из их раций у всех. У меня 30 патрон. На трудах я готов бутерброды. Ты не перепутал кабинет с женским? Они ж там вроде каши всякие вот эти вот готовят. У меня 2 патрона просто. Все, у меня больше нету ничего. И аптечка. Как же подобрать с убитого товарища винтовку? Так товарищи-то все живы, вот в чем дело. Вот, тебя чуть не добить, тебя подобрать. В рукопашку, а я не знаю, на какую кнопку рукопашный бой, а уже все пропало. Всех съели просто. Нет, ну это конец игры, но сейчас переброска в начало. 8 дней до этого. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. У нас не Но с было тех пор, как появились эти потом мутанты, были с колбасой, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он, Хантер, друг моего отчима. Он изменил все. И в особенности мою жизнь. Да, я надеюсь, игру хорошо слышно. Если ее хорошо слышно, я перечитывать не буду. Напишите в чатиках в каких-нибудь об этом. Вот. Я просто сейчас все послушал нормально.
Вот. Для себя мне перечитывать смысла нет. Это я не знаю, как там это в стриме. Если было все слышно хорошо, то идем дальше. И я не буду пересказывать своими воплями. Немного? Игру погромче. Окей, давай сделаем погромче игру. Так, но я уже, по-моему, нажал любую кнопку. Кажется. Игра зависла. Она не зависла, я ее просто свернул. Все, она отвисла. Если будешь перечитывать, то это затянется. Считай, по всей игре, наверное, на еще стрим. Ну да. Но я погромче сделал еще чуть-чуть, так что сейчас, наверное, все должно быть хорошо слышно. И необходимости не отпадет перечитывать. Есть станки, тиски, в общем, мы по слесарному делу работаем, просто разрешает из дерева делать. О, прикольно. Блин, а я не помню, что я в школе. Я делал дырки Артём, в железе, блядь. к нам скоро придет Хантер. У него Вот этой хуйней, которая опускается, такая... Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Пришел Хантер. Так, в комнате же можно что-то пощупать. На гитарке поиграть, и это, по-моему, хорошее действие даст, или нет? Я на хорошую концовку не надеюсь, вообще. А чё, все? Больше не можно? Все. Да. Ты думал, ну сейчас аккорды сейчас зажимать будешь? Ну да. Книга путешествий. Так, Давай, деда Максима. Деда Максима, да. Вот и помер дед Максим. Или как там был-то, блядь. Да и хуй остался с ним. Так, что можно... Можно электричество пожечь. Радио. Не работает. Вроде... А? Что ты начал? Привет, что только начал играть. Привет, да. Вот начало стрима, да. Практически 20 минут назад мы стрим начали. Вот я на старте, собственно, я проходил обычное 33-е метро, а в Redux я не переигрывал. Здоров. Кто-то плачет за дверью. После каникул будет весело, 2 контрольные. По математике и по труду. А по труду контрольные есть? В этой части канон плохая концовка. Ну так правильно, Джейсон. Плохая концовка. В книге-то всех забомбили в каменный век. Хотя в каменный век их еще 30 лет назад забомбили, блядь. Но тут уже точно, чтоб наверняка, блядь. Сереженька, мы его никто не видел. Сережа. Положение в гроб остался. Наконец-то у меня с интернетом все хорошо. Борис, включай 1080, 60 FPS, наслаждайся. Мам, а Маша? На Ютубе есть такая функция. ВКонтакте нет такой функции. Пойдем, Артем, пойдем. Что с Алексеем, не знаете? Что с... я глаз увидел от себя очень близко. Петр, Какой качество? Извините, не узнал. А что-то залутать можно здесь? А, во. Не знаю, Машка надеется. Да, наверное. Надеется. Врач ничего. Так подожди, я пришел за ним, но я же хотел что-то еще сделать. А тут, по-моему, больше нихера ничего нельзя сделать. Ладно, го. Встречаться с Хантером. Ну, на хорошую концовку-то я точно говорю, не это самое. Не забубенюсь. как раненые. Никаких улучшений. Этим утром еще 2 скончались. Двое скончались, говорит. Черные убивают не сразу. Но они словно Черные разрывают убивают? нам мозг. Черные убивают. Нига. Не удивлен. Я эту игру только 5 минут пройден на хорошую концовку. Я не понял. Я эту игру только 5 минут пройден на хорошую концовку. В смысле, спидран за 5 минут на хорошую концовку? Я так точно не смогу. Так, собираем заметки.
Ну, за Алексея говорит, жизнь. Сейчас, может, кончаем. Что? Ореху. Ну, за Алексея, да, давай. За Алексея, нашего Батьковича позитива, чайком. И надеемся на скорое возвращение. Пивко. Отважные напитки во второй части стрима откроются. Пока нет. Так, давай заметки почитаем чуть-чуть. Башня, пролог. В туннеле становилось все холоднее. Ну это в заставке было. Я не нашел заметку там одну. Молодец какой. Так, Хантер 8 дней до этого, но это то, что нам в загрузке рассказывали. Он изменил все, и в особенности мою жизнь. Вот заметка 1. Так, да подожди, да хорош, игра. Как заметки включать? Вот, все. Заметка 1. Каждый день... Мискузи. Каждый день в северные туннели уходят наши бойцы, и каждый день оттуда несут убитых. Убитых жестоко, необъяснимо жестоко. Еще больше возвращается оттуда обезумевшими. Но только так, посылая своих друзей, соседей, родных на смерть в туннеле, мы можем держать черных на расстоянии. Когда у нас не будет хватать сил, чтобы отбивать их атаки на дальних подступах, они явятся на станцию, и тогда нам конец. На станции шепчется украдкой, надежды на спасение нет. Мы просто тянем время. Но Сухой, мой отчим, начальник станции, надеется на чудо. Он говорит, что нас может выручить его давний друг Хантер. Так, следующая страница. Так, а как страницы переключать? А, вот. Хантер, Хантер — член Ордена Спарты, боевого братства, которое поклялось защищать метро от любых опасностей. Нет ничего, что могло бы испугать этих людей. По крайней мере, до черных не было. Вот такая вот заметочка. Так, посмотрим. Что тут можно залутать? Может быть, кишок? Боже, когда же это закончится? Дотронуться до ноги, например. Господи. Мешок для колбаски. Как в Фире, а? Мешок для колбаски. Для колготок? Колбаски. Где? Какие колбаски? Фишки набивают. Ну, в принципе, как вариант. Так, го сюда. Ой-ой-ой. Все обезумели от всего. От вот этих черных. Но тут нет ничего вроде интересного. Хотя, может быть, что-нибудь найдем или не найдем? Чтобы пройти на хорошую концовку, надо всех слушать, все книги на всех музыкальных инструментах играть, да и всем деньги дать. Там еще убивать, по-моему, да? Не, это как его не надо. Ну, очень мало надо. Вот, а я так не смогу. Пришел Хантер. Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай, открывай чертовы ворота. Так, может, пока что-то полутаться можно? Какой-то шкаф должен открыться в скором времени. О, Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Хантер пришел. Хантер! Спасибо. А теперь закройте ворота. А можно туда? Я хочу уйти, блядь, просто. В закат, в Мексику. Пешком из Москвы. Здравствуй, Артем. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Что в мире творится? Ладно ль за морем, иль худо? И какое в мире чудо? Ваших мутантах. Согласен, Алекса, позитива и хватает работы Артём, на YouTube, нет Я тут времени прикупил включать древние по его открытки с летсплеем Нью-Йорка. с бревном. Держи. Вот мне бревно, точнее, вообще не нравится. Да, Говорит, правильно. Бревно не должно никому нравиться. Бревно есть бревно. Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. А как, может, мне тоже присесть надо на это? На картаны? А мне ствол... Подожди, мне сейчас должны вроде это, револьвер дать, да? Бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Мы остаемся в этом зале. Артем, бери оружие. Возле работающего эскалатора будь осторожен. А? Что?
Все с автоматом, теперь револьверы, да? Револьвер мне дали, да. А где вот этот вот прицел снайперский и вот это вот все? Больница рядом. Запах крови. А как смотреть на часы? Или пока он еще не умеет? Как вообще в рукопашку? А, во, рукопашка. Блять, спрайт такой руки дебильный, просто смотри. Да, что-то он выделяется-то. А, ну он его и так завалит. Зачем я 2 патрона потратил? Слушай, а он... А, нормально. Я думал, он прям просто высыпает. Тут можно у убитого товарища забрать автомат? Или тут убитые товарищи не будут убитыми товарищами? Чё, блядь, происходит вообще просто? У меня осталось 12 патрон. Слушай, ну револьвер вроде вещь. Только у меня 4 патрона осталось. Я в него даже не попал. Конечно, этот-то не А он попадет. помер. Какие же это черные. Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх Homo — novus. оружие. Да, я что-то помню, он там такое в Прочие книге туннельные гады бегут от них, как говорил. крысы. Типа эти Homo novus, типа новое поколение Homo novus. человеков. Следующая ступень эволюции. О, да. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой... этих Кстати, твоих что гомонодусов. Пойди, не характерно, глянь. У меня может в быть даже госпитале характерно. десяток проверенных бойцов, Английская пускают локализация и бормочут ерунду. почему-то лучше, Даже несмотря на то, что игра как бы фактически отечественная. Там она как-то атмосфернее, вся вот эта вот клюква, акценты и вот это вот все. А черные напали на блокпост, я так понимаю. Ну да, он, наверное, в принципе это и сказал, я просто опять проебал все на свете. Как обычно. Одному дьяволу известно, что Павел, творится интересно, за почему вам не последнюю нравится межу говно? вашей обороны? Мотив, что ли, Я пойду на какой-то был? разведку. Конечно, Слушай мое меня дело, внимательно, мне Артём. интересно. Если я до завтра не вернусь, Давненько, ты да. должен добраться до Потому полиса что и бревно найти есть бревно, он человека, которого за... зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось слишком со мной, много о себе что думает. происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Выдал медальон, мельник, а сам пошел на разведку. Хотим выжить. Мы должны уничтожить... С этого момента начинается приключение Артемия в метро. Это Спарта и вот это вот все, да? Хантер не вернулся. Вот, сейчас хорошо должно быть слышно. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Русские делают всегда через жопу, да? Практически всегда. Так, глава 1. В путь. Завербовался в челноки. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружейное и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не... Это его брат, сват, друг? Кто? Друг, по-моему, да, его какой-то? Вот стоц, перевертоться, бабушка здорова! Вот стоц, перевертоться, кушает компот! Патроны, планшет. Так, Вперед, Сани, тащи. Точнее, Павел. Саня, вперед. Так, подожди, у нас... Нажмите что? Нажмите У, нет. Я хочу нажать в какую сторону? А, во. То есть добраться до полиса, отыскать сталкера по прозвищу Мельник, объяснить ситуацию на ВДНХ, караван, получить снаряжение в оружейной, присоединиться к каравану.
Так, я надеялся грабить Кору Ван, а не вот это вот все. А как убрать? Да подожди, Да убери! Пожалуйста! Что за фигня? А, вот. Все. О, хорошее действие. А почему оно вначале не зачиталось? Ну что, Ваню еще долго пинать? Может быть. Если пойдем к нему гастарбайтером, мы чуть быстрее будем. Да, если ты ему ремонт там поможешь сделать. Я ему предложил Максима взять, чтобы он там это пылесосу повесил хотя бы ему куда-нибудь. О, заметочка. Перфоратором поеду. На вы рассказать. Так, Даго заметочку почитаем. Дневник. ВДНХ. Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто. Но я... Так, да, вот он завербовался в этот самый. Заметка 1. Оборона нашей станции от черных противников, жутких, непонятных, непобедимых, отнимает все наши силы. Мы забыли о старых врагах, упырях, носачах. Если бы не Хантер, эти твари бы забрались в наш госпиталь. Страшно даже подумать, что случилось бы тогда. Опоздай Хантер хоть на час. Так, что еще можно сделать? По-моему, ничего, да? Можно потушить лампу. А свет надо, да, здесь это экономить? Может за это ачивку какую-нибудь дадут? Извини, Артем, тут пока закрыто. Только дозорные могут пройти. Ну ладно. А здесь? Где ты вообще эту запись нашел? Пришлось заплатить хреновую тучу патронов за эту штуку. Точно не жалеешь, что купил ее? А что он купил? Вы разговаривают. Нормально. Павел старше меня, поэтому... Теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Старый дед. Ну, например, давай нарисуем Если он домик, решит, в на ты, котором ты хочешь жить с буду папой на и ты. мамой. Можно на ты у нас тут. Такое общение. Да, можно на ты. А когда вернется мама, мы У ей нас- покажем твой рисунок. У нас и она здесь обрадуется. все по-простому. Молодчина. Все мы други. Все мы здесь. Опять снилось, что я на поверхность попал. Скоро вернется. Этот мужчина. Так, это кухня, по-моему, да? Как там было? Ты выходишь на кухню? О, да, здесь горько. И вот это вот все. Товарищ. Комрад. Пети нет. Предатели сплошные. Ты прав. А у них что-то сожрать можно? Нет. Я помню в этом, как то ли в баре там, то ли где-то можно эту самые патроны там со столов. Ну, как бы это все красть, типа. Так, мне нужно планшет за это самое. Мне направо, по всей видимости. Да убери! Убери! Вот. Типа, мне же нужно получить снаряжение, а где я? Его возьму-то. Ну скажи, что Пострел? Я могу купить, но у меня 35 патрон. Можно прицел поставить за 25 патрон, но я не хочу этого делать. У меня их всего, блядь, 35. Так, а во второй слот... нет. Это улучшение оружия. Чтобы что-нибудь скоммуниздить, ну да. Все, подожди, да в какую... во, все, я нашел. Я, кажется, нашел, куда мне надо. Мне же сюда надо? Нет, мне не... Мне, как оказывается, мне не сюда надо. Так, мне патроны, типа, купить надо. Ну, так что там у нас? Все, больше не можно. Так, купить. Так, а как меньше-то купить? Мне хватает или не хватает? Блять, я не пойму, что происходит. Куда я дел все патроны? Я вот свои выложил.
Потом здесь. Я что-то все продал. Короче, я не знаю, что я сделал, но я остался вообще без патронов. Так, священник как... А, нет, он читает метро, спрятал. Вот стань. Ты чё, Артём? Ты чё, блин, в туннель с пустыми руками собрался? Дуй в оружейную и прибарахлись. А где оружейное-то? Вот это оружие? А, да, вот это оружейное. Так что у нас с этим новичком? Похоже, совсем зеленый еще, да? Эй, Артем, Здрасте. тебе оружие нужно? Да. Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5,45. Сделано на Кузнецком мосту. Кустарный какой-то этот ствол мне выдает. Секунды. Поэтому называется ублюдком. Мне нужно 5 автоматов. А это вот этот, который накачивать надо? И патронов не забудь набрать. Что вы накачали? Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Патроны, Или на которые ты поверхности, покупаешь если у тебя мишени, туда, считаются не здесь дай бог, валютой. занесет. Армейские А сигареты? аптечки на Да, всякий тут сигареты должны быть в обиходе. Так нет, слушай, я помню, ими же и стрелять можно, они типа мощнее. Прошу в мой тир. Ну, Вот и эти вот, просто постарайся. которые типа Не время валюта, особо их же можно в это, Окей? того, вставлять, куда надо вставлять и стрелять. И еще, по-моему, твари от них загораются. Это, по-моему, в оригинале так было. Как в редухе, я не знаю. Посмотрим. Закрывай двери. Береги типа чего? Кого береги? Честь? Член? Жопу? Береги жопу, короче. Все нормально. Погнали. Ты думаешь, мы доживем до того дня, когда снова сможем жить на виду? Можно истории, конечно, Я всякие никогда послушать, больше не постоять. слышал. Только старые фотографии. Кнопка У купить, кнопка А продать. Я И наш тоже. забуду все равно. Земля достанется мутантам. Так, песня. Играю так, что-то можно. Мне нужны Ну чё, как? патроны какие-то еще. О, мне нужна твоя одежда, патроны и ручка. Ты готов? Славно. Слышал уже, наверное, А зачем я к нему вообще пришел? с Рижской заключить договор о союзе. Ну I и в want to качестве believe. жеста доброй воли этим караванам отправляем им Реклама пока метро что 35-го гуманитарную помощь. на заднем Они фоне. там бедно живут. Ваня. Вы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко, и туннели вроде спокойные. Артем, послушай меня, сынок. Слушаю. Я вижу, ты все на Хантера засматриваешься. Тоже Говорит, хотел бы на Хантера засматриваешься. но устал Особенно на его жопку, да? другая жизнь. Они от природы суровые, жестокие даже. Ты не такой. Так что не играй там особо в героя, ладно? Проводишь караван до Рижской и возвращайся домой поскорее. Береги себя. Типа это мне зачиталось за хорошее действие, то, что я с этим, с отцом, типа, попрощался. Блин, а почему он мне Аксу не может отдать просто? Вон у него лежит, он ему явно здесь не нужен сейчас. Так, я нашел заметку. Заметка 2. Но Хантер оказался на ВДНХ точно вовремя. Мне хочется думать, что это не просто так. Мисс Кузи. Что так хотела судьба. И то, что он выбрал меня, чтобы отправиться с сообщением о черных в сам Полис, тоже судьба. Я всю свою жизнь, кажется, мечтал побывать в Полисе, в великом, легендарном центре метро, центре цивилизации. А шанс сделать это мне выпал только сейчас. Сейчас, когда моя станция так нуждается в каждом бойце. Имею ли я право бросить отчима, бросить друзей в смертельной опасности? Где мое место? Плечом к плечу с ними? На баррикадах или на дальних станциях, куда меня посылает Хантер? Не знаю. Так, надо... Я отправляюсь в путь. Хочу думать, что меня зовет судьба. Да. Как-то так это все выглядит. Почему тут все на гитарах поголовно играют? Вот смотри, здесь чувак на гитаре играет, там раньше чувак играл на гитаре. И я не удивлюсь, если еще где-то здесь чувак и тоже играет на гитаре. Где гармонь? Гормонь! Играй гормонь! И вот это вот. Неправдоподобно. Гармонь должна быть. Да.
Здесь можно стрелять армейскими патронами, но они будут тратиться, и тебе не хватит на улучшение оружия. А оно сильно нужно улучшение оружия здесь? Ты же проходил. Я не помню. Я играл давно в этот, в нередух тем более. Ты только ютубер работаешь или есть у тебя какая-то работа, завод там продавец? Нет, я работаю вот здесь и сейчас в интернетах. Он работает в Яндексе. Да, я работаю на Яндекс, как оказалось. Так, кто? Маргарин, привет. Здорово. Здравствуй, дорогой, присоединяйся к нашему уютному костру. Плещай в стакан отважных напитков. Так, я готов или не готов? Подожди. Я же вроде все, наверное, готов, да? В принципе, дальше ехать. Ну да, наверное, готов. Пошли. Готов? Да. Тогда двинули. Погнали. Почему у вас волыны у всех хорошие, а у меня, блядь, какая-то воздушная хуйня, которая на коленке вот сделана вчера китайцем, выжившим единственным. Никто ничего не забыл? Все, затарился. Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Да, наверное. Типа того. Не подбросите? А это кто вообще? Подожди, а где... А, вот он, этот товарищ. Всегда готов. Тогда двинули. Всегда готов, как пионер, по всей Ну видимости. все. Удачи всем, кто остается дома. Тут же А нам по с вами, парни. сюжету-то, по лору игры, получается, был Советский Союз, Ну как? типа, да? Готовы немного И, прошвырнуться? ну, несмотря на то, что вся вот эта ядерная херня произошла в 2013 году по лору игры, ну, там, как бы, считается то, что был Советский Союз, а не Россия. Да. А Так тут я покинул родную станцию. Ну, я так, Первый к раз слову. с далекого детства. тебе же будет легче, если ты будешь покупать улучшенное оружие. Я не собирался Я возвращаться постараюсь, если я раздобуду еще нужное количество денег. Хантера. Короче, я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Погнали. Погоня. Так, мне предлагается заметку, наверное, что-то в дневнике почитать. Погоня, да. Так откуда ты? Откуда я? С Рижской. Я тут челночью помаленьку. это он. туда-сюда, покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, двигай. Ближайший базар на следующей станции Боюсь, не шумуй, Там уже на-на-на, большое а метро дальше начинается. забыл. Я раньше частенько в ты- поле съездил, но теперь туда так просто не попадешь. Какой на-на-на? Нужно или везение, Дальше или надо паспорт не помню. гражданина Ганзы. Ослик-суслик, этот самый Ганза ведь пукакан, всё метро соединяет на-на-на-на-на-на. своим кольцом. Вот это вот все. И станций у нее куча. Союз там не нерушимый на... А если через У меня только просто это, только что сообщение в чате появилось. Я не понял о чем. Там этот, как его, Союз нерушимых республик, свободных или советских, что-то такое там, по-моему, было. Совсем озверели. Советских. А? Никого рядом нет. Советских. Советских, да. Товарищ, комрад. Советский комрад. Военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю. в Что, обход смотря Алексеевки. какое улучшение, купишь, не советую глушитель Дерьмо. Ненавижу покупать. Он будет снижать урон от оружия. Я понял. это. Учтем. Не торчать же Спасибо. здесь пожизненно. А что в нем такого в этом туннеле? Что не так в этом туннеле? Это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им. И не понравилось мне. Кто говорит-то? Так, подожди, мне нужно светить, типа, вперед. Аккумулятор. Осторожней там. Аккумулятор у него. Мы на дрезине, вооружены. Все будет хорошо. Во, все. Так, у меня патрон слишком мало. А как посмотреть снаряжение? Дневник, выйти... Да, я в настройки залезу, посмотрю. Управление. Клава-мышь. Передвижение, оружие, вот, инвентарь. Противогаз П, сменить фильтр Е, фонарик зажигалка И, аптечка Е, ПНВ, в смысле ПНВ, ночного видения. Часы Н, а где Н?
на клавиатуре. Блять, а чё так далеко? Так, оружие. Прицелил альтернативная перезарядка, доп. Оружие С, атака ножом М. Используйте интерактив У. Инвентарь, оружие Таб. Работает. Так, у меня есть пистолетом с 3 патронами. Я же говорю, я все продал и все проебал просто. У меня ни таких патронов не осталось, ни к этому не осталось. Короче, все очень плохо. 30 патронов, 1 магазин, Если нормально. поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему. Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Так, а что? Прикрывай тыл. В смысле тыл? Я же вперед смотрю. Или мне назад надо смотреть? Я не понял. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Ну, Страшно. смотри, тени какие. И жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Не, местами жутко, конечно, бывает. Про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис. Что это со мной? Что со мной? Какие-то. Артём! Так, и тут нужно, по-моему, на свет все время идти, да? Типа того. Наверное. А сейчас чё? А? Кто? Я? Паша, а как ты отдыхаешь от ютуба, когда у тебя свободное время? Кроме алкоголя гуляешь, там поешь, еще что-то. Я, периодически с другами встречаюсь. Вот. И периодически пытаюсь найти себе новую барышню. Вот. И вот это вот все. А так, в принципе, работаешь за компьютером, потому что это происходит практически, наверное, каждый день, вот эта вот работа вся, потому что после стрима нужно еще заняться записями, потом еще отправить их в Яндекс на проверку и публикацию, вот, и сделать еще перезаливку на другие каналы, и, короче, это тоже очень много времени занимает, поэтому свободного времени, как такового, оно есть, но его мало. Вот. На самом деле. Вот. Максим думает, то, что я сижу, нихуя не делаю. На самом деле я делаю еще как. Вот, а так, когда вот абсолютно, да, делать там нечего, допустим. Зачем я противогаз одел? У меня 3 патрона просто. Нажимайте У. Я еще закину. Да. Потом нажму У, блядь. Ой, 2-ствол дали хотя бы. Вот, и говорю, когда абсолют свободен, бывает, прохожу там всякие игры для себя. Вот сейчас Dragon Age Инквизицию прохожу. Это лютое говно, но мне его нужно пройти для составления полноценного своего мнения. Потому что по Инквизиции будет один стрим. После прохождения Origins, после прохождения Awakening, после прохождения полного Dragon Age 2 на стримах. Вот, собственно. Потом один стрим будет по Инквизиции, где я уже, когда пройду ее, полное свое мнение расскажу. Что тут такое произошло? Кого-то убили. А, нет. Меня жрут. Слушай, а тебе не кажется, они прямо люто похожи на вот этих вот демонов-мутантов из Дума 3-го? Они прямо что-то очень похоже получается. Так, надо бежать.
А с пистолетом он быстрее, наверное, побежит. Я живой, а зачем меня стрелять? Вот это? Так, а что, можно дальше стреляться? Подожди, а где-то у меня двухволын еще был. Горячая ночка, а? Пропусти. Взял, продал все эти патроны от пистолета. Шмалец, только верную не истеричку, я этим уже сыт по голосу. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Кстати, а выпить? Водка делает Максим. храбрее. Но мне было все так же страшно. Тащи бокалы! Я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Да, желательно бы. И свинку надо еще. Кстати, надо свиней заказать, они прикольные. Ну не, свиней не надо, это будет уже как бы слишком. А вот можно какого-нибудь этого хорька, я не знаю, мангуста, пищащего, звенящего. На прошлой неделе хорька видел на улице. Ну, типа на поводке? Нет. Дикого. Как, сам дикий хорек? Нихера себе. Давайте выпьем за нашего Артема. Дикий хорек, это вам не домашний, это такой пигривый, я тебе скажу. За тебя только. Так, просто поиграться, будь осторожен, любовь опасная штука, знаю. Вот, мои самые длительные отношения длились 7 лет. Пара-пара-пам. Пиу! Держи. Все. За тебя, Артем. Потом еще 2 и потом еще немножко. Вот. Так что я к этому делу подхожу. Хотя в последний раз я что-то, точнее в предыдущий раз я очень опрометчиво, конечно, подошел к этому делу. Посмотрим, непробиваемый ли он для водя. Ну, Максим знает. О, точно. Надо проверить. За удачу и за Артема. За тебя, Артем. Ой, там бабище ходит. Да, бабище ходит. Чё там это, перекурчик или чё? Пертяшка, что надо. А? Кто? Чё? 58 минут. 50. Ну давай, это сейчас заметочку еще почитаю, что-нибудь можно. Это самое. Тут, короче, я что-то проебал, где-то Рижская. На моем пути Рижская была только первой остановкой, но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за это, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все-таки страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Так, что там? Короче, мы вроде как прошли сквозь невидимую волну. Бабулечки, бабулечки, бабулечки. Так, можно тут это самое, что-то еще попиздить, наверное, да? Все выдержал, остался на ногах. Видно, этот тоннель на него не Так, подействовал. где еще? Так что он А? отстреливался. Дрался. Бутылку хватай. Черт, Бутылку? А можно? сюда. Если он не Можно? Дай бутылку. Не можно. Так, подожди, где-то... О, еще патрончики. Лутаем, лутаем. А еще можно залутать что-то? Так, вот, заметочка. Давай посмотрим. Заметка 1. Что это было? Какие-то странные тени, чьи-то голоса, шепот, плач, неслышные, но до сих пор продолжающие звучать в моей голове. Есть метро туннели, про которые ходят жуткие легенды, но я ничего подобного я прежде не слышал. И надеюсь, больше не услышу никогда. Нам несказанно повезло, что мы выбрались оттуда живыми. Вот так вот это все. Так, подожди, можно нож какой-нибудь? Чё? Брага, тройной очистки. Похмелья не будет. Или не будешь помнить, что пил. Это он мне? Так, на пионин можно поиграть. Или это Руял? Руял пианин. А где? Смотри, там рука. Где? Внизу. Там чувак какой-то внизу стоит. В подвале, блядь, что ли, или что? Какой-то в шлемофоне, в шлеме. Уяси. Вот это новости. Так, ладно, год.
Нач-станции. Можно побеседовать. По всей видимости, нет. Так, подожди, пацан. Я хочу посмотреть, что здесь есть. Вот тут еще одна заметочка есть. Рижская. У нас на ВДНХ ее жители всегда считали неудачниками, что ли. То у них свиньи какую-то хворь подхватит, то протечки обнаружатся, то челноки их на проспекте Мира загуляют и всю выручку пропьют. Хорошие люди, рижане. Не злые, гостеприимные, но не путевые. Всегда мы их жалели, всегда над ними посмеивались. Мы-то знаем, как надо. У нас-то на ВДНХ все правильно налажено, да? А вот у нас и вот это вот все, да? Так. И вот я впервые завидую Рижской. У них тут мир и покой, обычная жизнь. Они еще не слышали о черных, а те, кто слышал, не поверил. Но если я ничего не смогу сделать, черные сметут эту станцию в одно мгновение. Кончится это все. Улыбчивые и неуклюжие люди. Мирная, нескладная жизнь. Будет кровь, будет пустота. Надо спешить. Спешить, блядь. У меня с первых дублей никогда ничего не получается. Разве что разбор мы записали как-то на одном дубле. Вы правда прямо на дрезине сюда приехали? Этого Севен Синса. Вау, я бы тоже хотел на ней покататься. Здрасте. Отдайте один патрончик, а? Закрыто. Похоже, мне пора. Открыто. Запахло поркой. Чей туфля? Закрыто. Метро 2033. Отлично. Целый шкафчик книг. Блять. Да зачем ты противогаз одеваешь? Я нажал на Shift, а он нажал противогаз. Ты можешь его снять, пожалуйста? Как снять противогаз? Так, управление, клавиатура. Нет. Инвентарь? Нет. Противогаз на П. Легким движением руки. Легким движением руки он его не снимает. То есть совсем. Или подожди, или я его снял. Или надел. Я не знаю, как определить. Я нажимаю на П и ничего не происходит просто. Как бы... Не на тот П жмешь. Не, на П, на русское П. И ничего не происходит. Ну как бы ладно, хрен с ним. Так, мои отношения 2004 год, потом оказалось, у 7 девушки есть парень, круто было с двумя сразу мутить, нормально вообще, короче. Ну, у них это бывает вполне себе нормальных. Для них это нормально. Так что не удивляйся. Копайся на помойке с детства, канализационная моя дверь. Счастлив по-своему, поверь, да? Так точно. Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Ладно, у меня вроде есть немного. Спасибо. Пошли со мной. Пошли. Пяздюк. Подожди, а тут вроде... залутаться ничего вроде больше не можно. Я уже все, что можно, облазил. Но ничего полутать... Господи. На. Спасибо. Я ему дал патрон. И мне засчиталось за хорошее действие. Но опять же, на хорошую концовку надеяться прям вот вообще не стоит. Я ни за что в жизни ее не получу. Эй, чего отстаешь? В смысле, а мне погоди, туда или сюда? Подожди, да я хочу посмотреть. Может быть, что-то здесь есть? Догоняй. Сейчас догоню, подожди. Так, тут вроде ничего нет совсем. Подожди, пяздюк. Я ищу, что можно залутать. Блять, нахрена тогда это сделано? Во. Теперь я понял, нахрена я нашел чуть-чуть патрон. Го. Я здесь. Веди меня.
Это нычек пацана была. Да? Ты думаешь? Куда ты что, он должен девать патроны? Ну, ну, может, он их засовывает Вон себе. он сидит. Как это? Ну Свечка. ладно, мне пора. Пока. Пока. На ютубе в чате песни пошли, да, вот Идем, это. да. Садись. Так, сейчас, подожди, надо что-то полутаться. Вон тут еще патроны есть. 2 патрончика. Так, стул, подожди. Мне еще надо заметочку еще одну взять. Заметка 3. Вроде да, все найдены здесь. А вот в башне одну не нашел. Ай-яй-яй. Ну ладно. Есть в метро поговорка: нет хуже товарища, чем случайный попутчик. Да больше положиться не на кого. Странный тип этот Бурбон. На что я ему сдался? Видно же с первого раза, он эти туннели знает на зубок, вслепую пройдет. Сказали ему, что на меня муть не... сказали ему, что на меня муть не действует. Он и поверил, я сам не верю до сих пор. А он верит, ладно, черт с ним. Доведет меня до проспекта Мира, не попытавшись прикончить потихоньку в темном уголке. И на том спасибо. Так, ладно. Подойди-ка. Ты Артем, да? Да. Садись. Сажусь. Меня тут Внимательно, все чуно. Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта гребаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход, местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну значит тебе и проклятый ход нипочем. Короче, Такой это, сидевший помоги мне добраться до товарищ. Сухаревской, а я тебе калаш за это. О, Договорились. калаш, говорит, Ну, подгонит. ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отоварится. Я Ну чё, вангую прямо, блять, будет Да лютая нечего проблема с сидеть в этом патронами. навозе. Вот как я стреляю, Экономить что ли? можно и в более гламурных местах. Так, дневник. Ну заметки все. Так, и куда он пошел? Я зашел, видимо, туда, куда я не должен был, наверное, пока что ходить. Потому что по туннелям. О, еще патрон. Владимирский централ. Ветер северный запел. Бабам из Твери зла немерено. На-на-на-на-на, сердце мертвый грустно. Искусство живет вечно. Искусство живет вечно, говорит. Виктор Цой, Юрахой, кумир моего детства, до сих пор помню, как люлей получал от родителей, когда слушал Сектор Газа. Нормально. Не, а вот это вот Киш тоже нормально же был. Ария там, Кипелов, вот это вот все. По крайней мере, это в юности уже моей Самая было. лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону — подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Другого пути с Рижской не было. Так, чё, перекур и будем проходить, да? Давай. В этих туннелях куча серьезных мужиков. В форме, да? Так, давайте что-нибудь Вот так вот. что-нибудь полутать-то можно здесь, нет? Там, Вот там зеленый светится. грибочек там сожраться. Тут ничего нет абсолютно. Так, короче. Зажгу огонь. Подожди, а где... Как включить планшет? А ты его зарядил?
Планшет? А зачем его заряжать? Нет, я имею в виду в игре вот этот вот. Я не. Там же стрелка. Так, а как на этот часы? Как смотреть, блять, на часы? Ага. Так, то есть это зажимать обязательно надо. И чё показывает? Так, ладно, так. Подожди, да как этот... Как его включить? О, все. Короче, что, делаем перекурчик, да? На пару-тройку минут. Как раз можно открывать отважные напитки. Уже 23:13. По-моему. Вот, и чай у меня практически закончился. Да. Чай. Так, включаю я этот самый отбивочку, выключаю себя и Максима, и разбегаемся на перекур, и через 3 минуты продолжаем. Да. Перекурь.
Там этот Чернух опять делает свои дела, блин. Так, и сбежались, собственно. Так, наливаем пока отважных напитков. Ждем, пока все подтянутся. Так. Как ты относишься к Моргенштерну и современным исполнителям? Очень негативно, блядь. Моргенштерн, блядь, это, блядь, петух-клоун. Просто невероятно. Да и современные веяния тоже вызывают много вопросов. Согласен. Какую слушал музыку до этого? Ну, по классике, собственно, все это дело происходит. Все вот эти вот старые, там, ну, Сектор Газа, это вот, какого кино, Король и Шут там. Что там? Что там еще было? ДДТ, вот это вот классическое все. И из такого, может быть, Сплин, тот же самый 2517, многоточие, Тупак, Cypress Hill, AC/DC, Rolling Stones, Beatles. В общем-то, такой весьма странный набор получается. Юг. Юг, да, Южный Централ. Вот это вот. Дабам. Вот это вот. Все. Bad Balance, или как он? Bad Balance. Вот. NVA. Классика 80-х. В общем, много всего. Так, надо убрать перекур. Вот так вот. И включить игру. Так, погнали. Так, надо как-то убрать вот это вот. У меня 19 патронов, и где их брать еще? Я пока не очень понимаю. Что за... Я вот вообще не знаю. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если Почитай как-нибудь книжки, Максим. Вот делать мне нечего, стопник читать, да. Ну не стокник, хотя бы этот, как его, хотя бы трилогию, вот это 33, 34, 35, вот, но, ну 35-й, там больше на политике вся эта херня завязана. Так, а я что-то воткнул? Ой, я воткнул патроны, которые, это, денежные. Не, давай не денежные. Так, лутаем. Лутаем. Слушай, а как противогаз снять? О, это он одел. А как снятие? А, вот, все, снял. Я не понял, он там его одевал или это просто какой-то глюк невероятный был? То ли это сейчас... Подожди, патроны это какие? А, вот, это денежные патроны. Так, во, а вот это вот обычные патроны. Так, го полутаем. Тут что-то залутаться можно. Чуть-чуть. Вроде бы. Или нет. Колян, важно ставить знаки препинания. Это считать намного удобнее. И воспринимать информацию. Если ты прочитаешь, ты просто не понимаешь, что имелось в виду. А! Слушай, тут нападают всякие. Вся. Блядь, мне, короче, туда не надо было идти, по всей видимости. Игра такая предупреждает. Вот тебе один монстр. Ладно, вот тебе другой монстр.
Так, может, все-таки можно? Ладно, я понял, я не пойду туда больше. Так, может, что-то здесь можно залутаться? Так. Даже может... Патрон! А больше, наверное, нет ничего, да? Типа разруха. Вот дерьмо. Это ж челноки из каравана. Чё Все ты? жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Ха. Ну, Так, за победу и ваше здоровье, господа. А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновая. Так, нить. надо Ну, работает. Смотри, не задень банки. какие-то дротики. Что-то прям вообще совсем непонятное. Зачем походу новое оружие добавили какое-то? Типа ими как-то швыряться можно или что? Дрочемет? Нужно, короче, это как-то обходить. Да под ноги смотри. Тебя любой шум выдаст. Мухи по тебе там лазят. Ну да. Так. Типа по стелсу. Но я вроде все равно что-то. Смотри. Маска Джейсона У Урхиса. нас растяжечка. Ха-ха. Железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Знаешь, что делать? Так. Залутаем. Так, подожди, а у меня что, приклад тоже тот же самый. Вот, не ори. Так. Нерит занял его место. Ну да, и он это возмущается, ходит. Какие-то анальные шарики 7 штук дали. А тут больше, вроде больше все, ничего. Блять, опять тут эти... А, это взад. Взад. Я, короче, на что-то нарвался. В итоге. Короче, я не умею в стелс, прям вот совсем. Так что ничего удивительного. Так, надо фонарь выключить. Зато у него... Так, это свой? Да. Они тут, интересно, бесконечно спаунятся или нет? Только у меня 6 патронов осталось. Пацаны, говорят. Я еще не попадаю. Он завис, у него скрипт, что ли, не сработал или что? Да. Не, у него не скрипт не сработал, а этот самый. Он помер в таком формате. Ой, сколько патронов всяких разных. А на кого ты нарвался? На кого нарвался? Да. Так. О, все, можно перезарядиться. Я помню то, что этого бурбона завалят. То ли сейчас, то ли попозже. Тут что-то еще подлутать можно или нет? Го посмотрим. По-моему, все. По-моему, все. Я тут уже залутал все, что можно. А можно было бы по стелсу, наверное, пройти?
ACDC, слушай, да, у ACDC есть там хорошие песни, исполнения. Относится к старой группе «Ласковый май», которой давно уже нету, но он до сих пор жив, исполнитель. А, это Юрий Штанов, это вот это вот, как он? Белые розы, и вот это вот, да, все, как он? Я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять. Вот это, да? Это Шатунов же, Максим? Да, он самый. Еще вот этот какой? Розовые розы, Светки Соколовой. Ну это, по-моему, уже не он, да? А может и он, хер его знает, не помню. Не помню. А вот я тоже. Нормально, чё, играла в детстве вот это вот все. Ну, может, там даже про попсу спросить, а там все есть. Да, типа краски вот эти вот, всякие там, солнышко в руках и что-то там еще. Солнышко — это демо. А, ну или демо, там, краски я не помню, что там было, как он, в красках-то. Что там? У меня была кассета краски. Это я помню. Это вот это, типа, мамочка, что с нами будет, мамочка, что с нами станет. Вот этого, да, по-моему? Типа, я полюбила бандит, что ли, что такое там, да? Чё-то песня «Братик» был, помню такой. Ну, вот что-то там такое, да. Акулу там, вот это вот, как он, тутула, в голове моей опилки лала, или что там было-то? Чечерина. А, это Чечерина, точно. Акул там чуть другое. Да, акулы это, по-моему, кислотный диджей и вот это вот. Да. А точнее она. Заметка 1. Бурбон явно не так прост, как пытается казаться. Да, он грубоват, и чувство юмора у него, прямо скажем, незатейливое. Но потому, как он рассказывает о своих похождениях, а еще больше потому, о чем он предпочитает умолчать, понятно, что он обладает неожиданно острым и для просто контрабандиста умом. Осведомленность Бурбона о положении не только на ближайших станциях, но и, например, на кольце в целом просто поражает. Все ходы-переходы, даже заброшенные, он знает, как свои 5 пальцев. В бою держится уверенно, значит, явно побывал не в одной переделке. В общем, не похож он на просто челнока. Ой, не похож. До сих пор пишет. Выиграл суд с его продюсером, пишет, песни выступает. О как. Права на песню, они всегда у автора. Го это самое... Автор текста. Подожди, я что-то залутаться хотел. Или я уже, по-моему, все залутаться. Да, я все залутал. Го на концерт этого Юрия Шатунова. Дорого, наверное. Ну, наверное. Мне кажется... Блять, это что такое? Ну, как говоря, многие группы, например, не заливают песни с какими-то более популярными группами на стриминговой площадке. Чтобы просто спустя многие года, чтобы, например, не судиться насчет этого. Ну да. Вот, а у нас скоро, ну как скоро, 31 июля, по-моему, нашествие рядышком будет. Вот я, наверное, хочу сходить. Если коровирусная ситуация позволит. А тут есть быстрое сохранение или только чек по поинты? Не F5. F5 не работает. Значит нет. О, а можно наверх? А, ну там дальше заберусь. П противогаз. Папа пришел. Папа может, папа может. Папа музыку положит сейчас. Сейчас будет. Ближний бой просто, да? Я просто куда-то стреляю.
Блять, спрайт руки вот этот вот, конечно, прям вообще лютый. Надо было его чуть как говном замазать, было бы нормально. Как это в Хищнике обмазаться вот этим всем. Не, чуть грязи добавить. Текстуру руки. Так, а можно что-то полутать? Борис, пойду спать, завтра же рано вставать, удачных стримов, Павел. Давай, Борис. Добрых ночей, доброй ночи. Так сказать, приходи к нам завтра на буллинг. Я тут эти кукол каких-то нашел. Так, что там, Бурбона сожрали уже или он с ними уже сам справился? Не бери кукол. Это к плохому. Я их пощупал. Ну все, пизда тебе. Подожди, а куда он делся? Не знаю, или дальше ушел. А, вон он. Кукол пощупал. Но вроде ничего не произошло такого. А? Старая группа не забывает. 5 июня пойду на концерт в Калуге, в Лавру Песочную. Приезжает тоже группа моего детства Фактор 2. И Добро. А Добро это группа? Добро не знаю. Фактор 2, помню таких. Фактор. Фактор 2. Да ну там этот. Ущербный. Как его? Солиста их. Ой, сейчас опять нападать будут. А я не хочу. А чё они все в мою сторону-то бегут? Почему они не нападают на него? Потому что он должен умереть позже. Ну да, в принципе логично. По сюжету его должны чуть попозже за это самое запетушить анально. Так. Ой, сейчас все рухнет, слушай. Прям совсем. А тут какая-то ядовитая яма, да, ядрёная. Водичку мы там. Водичку. Мне где-то патрон надо взять. Для ствола. Ой, какие-то бомбы и череп. Слушай, а туда как-то залезть можно, нет? По всей видимости, не можно. Может, с этой стороны что-то можно забрать? Да. Чуть-чуть. Лутай все. Лутай всегда. Лутай везде. Обрушение туннеля. Слушай, а наверх не можно? Ну, пошли. Он куда-то зовет за ним. Сюда, что ли? Вроде нет. Слушай, люто как. Чё их так много? Помер? Не, живой еще. Да не, я все надеюсь, что он сейчас сдохнет, чтобы у него автомат залутать с него.
Но он все никак не дохнет. Чё, подождем. Чуть-чуть, да. Придется. Так, а я все в противогазе хожу-то. Радиоактивность же еще. Радиаций? Да. Ну, хоть патронов бы подкинули. О, спасибо. Аптечек у меня 5. Противогаз еще на 7 минут, по-моему. А черт, О, как фильтра. будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты пошарь там по шнурам, может найдешь чего, и двинем. Все, можно противогаз снимать. Раз он снял. О! И сразу этот, как его? Флешбек. Кэшбэк. Надышался. Надышался, да, зря, короче, противогаз-то снял. Блять, где-то тут что-то взять можно было. Им-то да, им-то уже все равно этим ничего не нужно. Так что можно залутаться, пополнить свои припасы. Возле дома ты стоишь, качаясь пьяными глазами, разглядеть, пытаясь, с кем она идет уже в обнимку, в тихое местечко покинуть вечеринку, ночь уже настала, возьмешь заточку, так же ты хотел от нее дочку, блин. Давай, пропой, Максим. Не помню. Я, правда, не знаю, что это. Бурбон начал какие-то религиозные текста говорить. Вон на свет! А вообще, а что будет, если назад пойти, не на красный свет, а не на белый? Что-то не надо. Будет все плохо. Возьмут за яички. Вот уже. Гиблое место какое-то. Что это за хрень со мной была? Артем, ты слышал это? Это зачухали. Ну и пиздец. Защупали. Слаще Владимирского Централа. Но страшно. Так. Тут, Привет. короче, а? Контакт. Привет, ВКонтакте. Привет. Привет, ВКонтакт. Присоединяйся к нам. Хорошего вечера. Вернее, ночи. Так, тут нужно смотреть на ноги, говорю, под ноги. Потому что тут очень легко провалиться. Слушай, там что-то есть у него. А у него ноги. Нужно... Тихо. Ключи какие-то я у него взял. Так, надо поменять... нет, тут ничего не надо поменять. Я же противогаз снял. Надо просто обратно выебежать. Так, я взял ключи от чего-то. А от чего? Большой вопрос. Я пока что не могу понять. Ну ладно, я думаю, дальше будет видно, к чему эти ключи. Ключи от сейфа. Где деньги лежат? Где шестеренки? Шестеренки, да. Так, вот, я вот об этом говорил. Тут надо под ноги смотреть очень. Так, аптечки у меня есть. Бомбы. Так, а там есть что-нибудь интересное? Интересного? Вроде нет. Эти. Так, го наверх. Тут Там этот еще... Какой будет лежать в сейфе? Все, там патрон. Да. Осталось только найти этот самый сейф.
Ну вот и проспект Мира. И вот это вот все. Скрывай, папочка все сделает. Так, блин, ладно, Паша, я хочу выспаться, стрим, досматриваю записи. На более обязательно хорошей тебе ночи. Да, Колян, доброй ночи тебе. Приходи, завтра вечером будет стрим Булли. Да, ждем. Спасибо, что пришел и досмотришь в записи. Откройте, прошу! Не дайте Так а где сейф-то? страшной смерти. Я его что-то так и тут не нашел. Никакого сейфа. Ну ладно, может быть он дальше будет? Тогда давай лампочку погасим. На всякий случай. Он Я понял. Спасибо. Нас тут сожрут сейчас! Кого вы, говорит, притащили? Артем, держись! Нам сегодня карта прет! Держись, говорит. Патрон-то... Смотри, а эти белые какие-то. Пусть на него лучше нападают. Слушай, а спрятаться можно где-то? Или они только триггерятся, когда я здесь нахожусь? Пускай на него нападают лучше. Хотя нет, они и на меня тоже агрятся. Слушай, они какие-то лютые прям парни получаются. А товарищи на дрезине-то в кого стреляют вообще? Я так подозреваю то, что и в своих, и не очень. Я не знаю, насколько можно нас считать своими. Так, здоров. Слушайся его. Эти ребята вообще юмора не понимают. А на какую станцию? Я вообще-то забыл, на какую станцию надо держать путь. Да, можно посмотреть дневник, наверное, да? Заброшенные туннели. Это с Рижской куда-то туда. Короче, его просто с Рижской куда-то провести. Ну окей. Вот и все. Поймали его за задницу. Бурбона. Что-то у него странное ебло. Вот хрень. Ждет этого. Стоял, ждал срабатывания скрипта. Михалыч, какая встреча! А я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. Нам Бурбон в гости, пожалуйста. Бурбон, ты только не нервничай. Так, а там вниз спуститься можно посмотреть? Может, что-то подлутаться? Не хочу. Не хочу туда. Уверен. Так, патронов нет. Практически. Есть только у двустволки и у револьвера. Что-то сквозь него, по-моему, в это прошло. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Ганза, по всей видимости, кольцо, рынок, базар. Не, музыкальное сопровождение прям вообще классное. Тоже нравится. Будь я проклят. Это ж Бурбон. Выйти А ну-ка обыщите их. к ним. Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Смотрите на свет, руки за голову и прочее. Конечно, пойдем поболтаем. Короче, тут надо что-то, наверное, сделать. Подожди, у меня же есть планшет, на котором можно посмотреть. Что нужно сделать? Следовать за Бурбоном. Двигаюсь. Иду, подожди. Я с тобой разговариваю. Что?
А, типа не двигайся. Так, го, заметку почитаем. Так. Базар. Заметка 1. Да, без бурбона мне бы сюда ни за что не добраться. Он везде как дома и с местными знаком. Правда, как я и подозревал, у них к бурбону какие-то старые счеты. Но он, похоже, сумел с ними договориться. Впрочем, неудивительно, ведь проспект Мира принадлежит Ганзе. Или Ганзе, я не помню, как правильно. Торговому союзу станции кольцевой линии, помимо богатому из государств метро, самому богатому из государств метро. Ганзейцы, обеспечивающие свое богатство торговлей со всеми остальными государствами и вольными станциями, больше всего ценят прибыль. Бурбон, думаю, подводил их в прошлом, но теперь пообещал расплатиться с процентами. Только вот про них, как говорят, лучше быть в долгу у черта, чем у Ганзы. Не знаю, как Бурбон от них откупится. Окей. Ждем. Так, может что-то залутаться можно? Павел, как зовут? Кого зовут? Да, как зовут? Бурбона? Я, наверное. Меня? Да. А там написано, нет? Подожди, там где-то написано. Периодически Павел меня зовут. Так, по крайней мере, звали перед стримом. Он же сладкий педрила, да. Что-то там стройматериалы какие-то, и дальше что-то неразборчиво ни хрена написано. Так, да, я Павел, а он Максим, да. Так, го. Ну а ты видел, что это было? Нет? По шкафчикам полутаем. Теперь ему все о нашей обороне известно. Все слабые места захватят нас, как Полежаевскую. Полежаевская. А что там с Полежаевской? Там эти, типа же, нацисты и вот эти вот комрады советские. Тут у них война же, да, этих, как у Рейха, типа, очередного. И не Рейха, и коммунистов местного пушила. Один отряд ушел, и нет. Сначала они думали, что он знает хорошие вещи. А у них там... Так, что тут еще-то можно забрать? Я вообще-то атеист, знаете, и во всякую мистическую чепуху не... У них. Поэтому я тогда решил на крыс. По всей видимости, все, тут больше ничего нельзя. Ну, говорит, развлекайся. Пацан рисует. Схема метро. Это Москва. Говорит Я тут Москва. за Павлом упал. Станция метро, проспект Мира. Максим, это тот, который чат читает. Люди, если вы живы, Наверное. ответьте. Слышит ли меня кто-нибудь? Да, кстати, тезка. Мое почтение, только это самое. Максим это который за кадром, да. Человек с субтитр. Вот пиздюн. Да. Так, дневник. Что-то там было написано. Так, надо, короче, достать вот это вот дело и почитать. Сходить к оружейнику, наверное. А чем там блин? Кто? Блин, Не знаю. Так, а как? А, он тут и прыгать не может. И зайти я тоже туда не могу. Она, смотри, она крутится, но пройти я не могу. можно сказать, что личный раб. Ну, да. Практически. Ну, вырастили на своих грудях. Нанимали на должность раба. Да, теперь... Раньше он не умел ничего, а теперь и фотожопит, и анимации делает, и монтажи, и все что угодно. И вот еще теперь чаты читает. Всякие. День машиниста мы уже отмечали 2 раза на этой неделе. Командир сейчас зал. Подойди точно. Значит, станции, говорит, здесь. Говорит, день машиниста мы уже на этой неделе отмечали 2 раза. Он сказал огонь. Нормально. Можно и плитить. Понедельник начинается в субботу, как одноименный роман братьев Стругацких.
себя вижу, как я командую своим отрядом. А они Так, несут я меня что-то вверх. полутать, хотя не, нормально, да, такой это чувак ходит со столов, о, патрон. Вот, и все сидят как бы, всем насрать. Человек-пылесос. Ну, пылесосу. А чё она не играет? А, во, все играет. Была лайк. Не дает. Расскажи бесплатно, а? Пожалуйста. Интересная должность, да, вполне. Так, мадам. Шапки-ушанг. Я ищу, где у кого что можно спиздиться. Тут, похоже, ничего нельзя спиздиться. Можно купить патрон каких-нибудь, можно улучшить что-нибудь. Хозяин туннеля какой-то. Подожди, где вот этот вот маркет и свиньи какие-то? Не, ну здесь что-то у них ничего не покупается. Что за фигня? Так, это... А, вот, обмен. Патроны на другие патроны. Но я не знаю, как это работает, поэтому давай посмотрим. Сейчас опять все патроны. Типа да. О, заметочка. Го почитаем. Заметка 2. Фильтры, фильтры, фильтры. У сталкеров только и разговоров, что о фильтрах. Что вот, мол, сейчас уже не то, что новых не найдешь, а нормально восстановленных. И что уголь, сволочи, набивщики экономят. Так что не успеваешь фильтр на противогаз накрутить. Как уже за новым надо в сумку лезть. Но все равно, чтобы сталкеры о фильтрах не говорили, дрожат ими больше, чем патронами. Это понятно, мутанты на поверхности могут и вовсе не встретиться. А вот от отравленного воздуха там деваться некуда. А, ладно, я пошел. Удачи. Удачи. Давай, тезк, доброй ночи, если что. Приходи к нашему костру завтра. Вечером будет Булли. Продолжение. Так, можно улучшить... А, можно обменять. Слушай, а давай я вот эту вот хуйню обменяю. А тут обменивать-то даже не на что. Может, затюнинговать ее можно? Типа прицел какой-нибудь поставить. За 25 патрон. Оформил галочку, уведомление поставил. Красава. Там еще есть уведомления о стримах. На них можно еще подписаться. За 15 минут будет предупреждать. Да, в группе ВКонтакте этот самый приложуха есть. Там прям написано. То, что какой стрим, на нее нажимаешь подписаться, и за 15 минут до начала стрима личным сообщением будет приходить уведомление со всеми ссылками на Twitch, ВК и YouTube. Да, в любом случае, спасибо за подписку и прожатые колокольчики. Так. Что это можно... А, это ствол можно улучшить, приклад улучшить, облегчить ее. Короче, пофиг, я прицел себе сделал. Теперь нужно патроны купить. Так, это аптечки. Имя-то нету, ВК безлимит. Средства от всех проблем. Хозяйки на заметку. Пару лет назад можно было YouTube смотреть, как из ВК. Безлимитно. Сейчас, не знаю, есть такой, нет? А, ну, были вроде когда-то тарифы, да? Что с Ютуба? Так, боеприпасы. Мне нужно купить что? Мне нужно купить для... Блять, анальные шарики какие-то. Автоматические патроны мне нужно купить. Давай максимум. Извини, не могу продать, это я для другого клиента отложил. А, ну все, тогда я купил. Все, нормально, можно дальше идти, да? Можно сюда? Этот проход открыт Не, только сюда для не местных можно. жителей и техперсонала. Вы должны уйти.
Так, у меня вот в этот, как он, вообще, что у меня? У меня сейчас пока этот Теле2, там у меня вообще полный безлимит на все. Ну, на эти интернетовские. Сейчас я на этот, как его, доеду все-таки. До... Так, это тир. Не, тир мне не нужен. Надо до МГТС доехать. В воскресенье я это сделаю. Переведусь все-таки туда. Потому что у меня там тоже этот, какой тариф-то безлимитный интернет и 2000 минут, и, блин, я ими не пользуюсь. А платить плачу. Так, а что нужно сделать? Я забыл. Мы мастерской Теле2 толкаем. Чё с мастерской? Теле2 симки толкаем. Вот можно на продавца перевестись. Но ладно, ему не будет. Совсем? Там тариф такой. Так, нужно выбраться с бурбоном на поверхность. А где бурбон, во-первых? Во-вторых... Живой? Да бурбон-то живой. Да мне вообще ничего не надо. Я просто его потерял. Отойдите от ворот. Выход закрыт. А, вот он. Ну, значит так. Я Я и тут тётка. добазарился с одним перцем. Он, конечно, Если там шмотяра, рекламу но продает, тут надо уж ничего Йота. не сделать. Реклама Йота. Зашибись. На Всё жопе по будет Йота. хорошо. Ну, я не знаю, я насчет ее, по-моему, ничего не могу сказать. Не пользовался. А, типа, как будешь готов подойти к нему, но я вроде все, и я уже вроде все обшарил. Пошли. Возьми мой запасной фильтр от противогаза. Мы наверх идем. А вот теперь можно пройти через эту крутяшку, я так понимаю. Будто сам не знаешь. Так, ну чё, покуда все потихонечку активные в чате начинают расходиться, предлагаю закончить главу и это самое, заканчивать стрим, да? Приятно с вами иметь дело. Потому что время уже за 12 пошло, 2 часа стрима прошло. В принципе, как сегодня и планировали, так что Все по местам, прикройте меня. на сегодня будем завершаться. Сейчас он ему ствол за ад засунет. Или нет? Да вроде все спокойно. Сейчас хуяково кто-нибудь утащит. Так, надо дротаверинчик выпить. То же самое, что мегафон, только за тариф платишь меньше. Это же мегафоновский йод. Йод и мегафон? Да. Не знаю, у меня сейчас... Русвиком. У меня вот за Теле2 получается, я сейчас сколько плачу? 550. Там 500 минут и безлимитный интернет вообще куда угодно. Он полностью безлимитный. Вот, но я себе подключил МГТС, как бы интернет. Вот, у меня там в комплекте еще идет связь. То есть тоже безлимитный интернет на все и 2000 минут. Вот. За это все дело я плачу 645 рублей, еще плюс телевидение. Там 192 или 182 канала. Вот, но я им не пользуюсь, я просто из-за этого, из-за связи и этим, какого, и интернета. Вот, интернет 500 мегабит. Вот, и надо доехать в офис МГТС, и мне с Теле2 перевестись в МТС. Потому что это я как бы плачу, но не пользуюсь. Когда после 20 лет в тоннелях видишь небо. Когда видишь город, в котором когда-то родился, и в котором теперь властвует чудовище. «Вот он, мертвый город», — сказал мне Бурбон. «Добро пожаловать домой». Добро пожаловать домой. Или в ад. Welcome to the hell! И вот это вот все. Не, прикольный прицел.
А теперь будь очень, очень на стреме. Очень на стреме, говорит, будь. Так, надо противогаз садить. Счастливые, бля, жители этого А тут еще схроны есть. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Так, тариф 420, 30 гигабайт, без лимитов кайф. Метро бы уже давно скопытилось. Я не знаю, если подключать, то уж лучше подключать прям, ну, полный безлимит вот, на куда угодно. Потому что вот эти вот ограничения тоже такие себе условности. Так, тут можно схроны поискать, да, вот там Бурбон говорит как раз. Дело такое, то что они появляются иногда, да, такие тарифы, но их закрывать через какое-то время. Ну да. И нет, остаются. Ну вот я у Теле2 перевелся еще когда? В 18-м, по-моему, году. Вот. Он там 500 рублей стоил, но они вот не так давно на полтинник подняли как бы, цену. Не знаю почему, но, видимо... Хотя, вроде, я не знаю, архивные тарифы, они не должны быть вообще, по-моему, по идее. 2 раза поднимали. Да, разве? Да там, блин, с этими новыми законами по хранению информации твоей. Там поднимали цены на все тарифы. Так, тут где-то должен быть схрон. Это я совершенно точно помню. Да и ключ не взял у сейфа. А где сейф-то? А где ключ? А где ключ? Это в предыдущей было? Ой, не знаю. Нашел, вижу. Так нахрена я уже третий или четвертый ключ подбираю и ни одного сейфа еще не нашел? То есть... Зачем? Я как этот. Паспорту! 2 ключа! Только уже 3 или 4 у меня получается в запасах. Так, тут наверх можно сходить. Вот, да, я ж к лестнице шел. Слушай, а тут обезвреживать можно? Да, можно. Потом, наверное, будут. Ну вот, может быть, потом, я надеюсь. Нахера прицел навешивал? Все равно просто так стреляю, как бы. Молодец, блядь, какой. Так, ну-ка. Где-то схрон должен. Подожди, а я ж могу. А ему насрать. Не насрать. Что-то их тут много. Так, я нашел схрон, да? Белый экран получился. Типа хорошее действие или что? Так. Всегда смотри под ноги, потом будут вроде. Ну, хорошо, если будут. Так. Эть. Дверка. Тут что, на улице, по-моему, можно какой-то схрон найти будет. Вот, еще одно какое-то хорошее действие. Все равно, как бы, на хорошую концовку я не надеюсь совсем. Вот сейф. 1. Гранаты. Патроны. Какой-то хреновый схрон, на самом деле. Тут лампа. Пиджачок. И заметочка. Так, посмотрим. Что за заметочка? Мертвый город, заметка 1. С того самого дня, как я оказался в метро, я мечтал снова подняться на поверхность. Снова увидеть тот волшебный огромный город из моих снов. Светлый, живой город из моих детских воспоминаний. Но то, что я увидел наверху, призрак, кошмар. Я не узнал его. Не могу больше представить себе, как я тут жил раньше. Как мы жили тут с моей мамой. Как были счастливы. Ничего не помню. Даже ее лица.
А ведь так надеялся, что поднимусь на поверхность, и ее лицо, ее улыбка хоть на миг промелькнут передо мной. Нет. Я тут совсем один. И у меня нет другого дома, кроме метро. Такие настроения, как бы. Нажмите Е, чтобы сменить фильтр. Ешечка. Кушечка. Кутыешечка, блядь. А почему лампа упала? Может быть, за диваном что-то есть? Призраки. Всякие. Так, ну вроде все залуталось, да? В этот... На улицу нельзя через окно. Вот вроде больше ничего нет. Что вообще тебе надо? Мне, сейчас посмотрим. Ну, мне за бурбоном вообще надо идти. Ну, в смысле, за этим сидевшим товарищем, а не за тем бурбоном. Так, подожди, где вот это вот... Да какого хрена? Ты можешь планшет включить или нет? Нет, он зажигалку только пока достает. Ладно, хрен с ним. Ну, один сейф найден. Это уже хорошо. А тут больше вроде нечего лутать. Уже все, что можно было залутать, все залутано. Спизжено и рассовано по карманам. Так что... Ну что, готов? Тут сейчас это, летучий демон появится. Так, вообще надо закругляться, да? А где контрольная... Не, давай, короче, до контрольной точки дойдем. До кругляша. А, вот, все, контрольная точка. Которая ведет к Сухаревке. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш. До Сухаревской. Мы когда базарились. Что-то мне подсказывает, просто так он калаш свой не отдал бы, если бы его не завалили там. Так, господа... А? Что? Валили, что? Что? Ну, он живой же. Ну, он еще живой, да. Я так думаю, то что говорю, если бы его потом не завалили, он бы калаш просто так бы не отдал бы свой нафиг. О, крутит. Сломал переключатель. Зачем я фильтр сменил? И еще, и опять сменил. Молодец какой. А, я время просто хотел. А оно реально время показывает часы или нет? 4... Нет, сейчас не 4:50. Подожди, сними противогаз, во-первых. Нет, сними. Ну, время фильтр показывает, нет? Вот, 0:12. Да, он, короче, на часах правильное время показывает. 00:12, то есть системное время показывает. А на часах время фильтра. А если его снять и быстро посмотреть, пока он задыхаться не стал, да, 00:13 системное реальное время. Смарт-часы прям. Да, очень здорово. Это, по-моему, как раз только в этом, как в редуксе завезли такое. По-моему, в этом, как в оригинальном, не было. Так что как-то так. Что ж, будем на сегодня заканчивать стрим. Всем спасибо, кто прибегал и убегал, кто был и комментировал, и кто смотрит этот стрим уже в записи. Прощаемся с вами до завтра. Завтра вечером Булли. Вот, оповещения все ВКонтакте, на Ютубе можно прожать колокольчики, а еще лучше подписаться на канал в Телеграме, ссылка под плеером. Вот, господа, всем доброй ночи, всем до следующего стрима, увидимся, надеюсь, завтра, ну или в субботу на крайний случай. Но надеюсь, все-таки завтра. Так, все, всем пока. Пока. Товарищи. Комрады! Комрад ЮССА. Так, все, господа, всем до завтра.